Mixnews. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А в гостях у нас сегодня артистический директор шоу «Варикай» Брюно Дарманьяк. Здравствуйте, hello. Hello. И также пресс-агент этого шоу Катя Бюшкин. Да, вот правильно все произнес. Катя сегодня поможет мне с переводом. Я отмечу, что шоу «Варикай» – это шоу, которое входит в цирк дю Солей. То есть можно сказать, что это часть, или как это правильно? Вот как вы это обозначаете? The show «Варикай» is a part of Cirque du Soleil, or how do you correctly define it within Cirque du Soleil? Oh, well, it's a show like the other shows with acrobatics, with sceneries, with live music, with beautiful costumes. Это действительно шоу-часть, одно из шоу «Цирк дю Солей», как и все остальные шоу «Цирк дю Солей», безусловно, с великолепной акробатикой, живой музыкой, великолепными костюмами. But this show is special because it tells a story. We have a main character. It happens something to him, and during all the show, we see the evolution of his journey, his story. Но в этом шоу очень отчетливая история. У нас есть главный герой, с ним происходит нечто, и все, на протяжении всего шоу зрители наблюдают его эволюцию, его развитие именно как персонаж. То есть сюжет играет важную роль. So the storyline has the meaning and is important for Варикай. Absolutely, probably more than any other show at Cirque du Soleil. Да, причем, возможно, даже больше, чем в любой другой постановке Цирк дю Солей. А почему, кстати, решили сделать акцент на сюжетной линии? То есть, как я понимаю из вашего ответа, вы пошли немножко вне контекста самого цирка, именно сделав ставку на сюжет. So why did it happen to Варикай that the storyline has such a meaning and such an importance and is so visible? Because when Cirque du Soleil asks a creator to do a show, Cirque du Soleil gives white card to the creator and his team. Когда Цирк дю Солей выбирает очередного создателя, очередного режиссера очередной постановки, режиссеру достается карт-бланш. Он может делать по большому счету все, что хочет. And for Dominique Champagne, the creator, the director of the show, it was very important to tell that story because it started from a real story. А для Доминика Шампани, который стал режиссером Варикая, было очень важно рассказать реальную историю, свою собственную историю, которая легла в основу истории постановки. And our hero is Icarius, so we know where Icarius is in the Greek mythology. But on Варикай it's a little bit different, and I can explain what is the story. И история в Варикае – это история Икара, но и рассказанная немножко по-другому и немножко с другого места. То есть полет к солнцу? So is it a flight to the sun? Not really. What happens is our Icarius at the beginning of the show falls. We see him falling into a strange place, a strange forest. And all the show, we're going to see how he recovers from this accident where he broke both his legs. На самом деле история Варикая, она подбирает этот греческий миф на том месте, где он закончился. И в начале шоу Икар падает в некий зачарованный лес, в некое заповедное пространство, и шоу начинается именно с этого. И на протяжении всего шоу мы смотрим, как он находит новый путь, как он обретает себя, как он учится ходить. И вся история шоу, по сути, это, наоборот, продолжение для греческого мифа. Because in fact, this accident is what happened to the creator, Dominique. In a production, rehearsing another show, he fell and he broke both his legs.
So he had for a few years to learn how to live with this, how to learn how to live again and be able to walk. So that is the inspiration behind Varagai's story. А с другой стороны, эта история, она повторяет историю режиссера, который на другой постановке в свое время, там, за какое-то время до Варикаи, во время репетиции упал с колосников, сломал обе ноги и на протяжении нескольких лет был вынужден заново фактически учиться ходить. То есть эти истории, они перекликаются между собой, и то несчастье, которое происходит с Икаром в самом начале шоу, но в некотором роде повторяет личную историю режиссера постановки Доминика Шампаня. То есть получается, что философия этого шоу заключается в том, что после падения или метафорического или даже реального жизнь не заканчивается, а все только начинается. So basically the show tells the message that whatever happens, whatever accident happens, whatever misery happens, life never ends. It only continues, and you have to find the way how to live the new life. Absolutely, and that you are not a victim. It is up to you if something difficult happens in your life to overcome it, because as you say, life carries on. With or without you, that's your choice. Действительно, вы совершенно правильно это поняли, и шоу действительно учит тому, что вне зависимости, что с тобой происходит, насколько, так сказать, тяжелые и страшные это вещи, все зависит от тебя. Сможешь ты с этим справиться, сможешь ты это преодолеть или нет. Жизнь, как вы правильно сказали, продолжается. С вами или без вас, это во многом ваш выбор. Ну, а насколько вот эти послания, смыслы, которые вкладывают режиссер шоу, они доступны для зрителя, потому что, есть несколько категорий, наверное, зрителей. Одни идут за красивыми костюмами, акробатическими номерами. Вот какая часть понимает вот этот внутренний подтекст? Процентах? По ощущениям, безусловно, проценты Do you feel how many people from the audience read this message? Because there is still a lot of people who come from amazing acrobatics, the costumes, the music, whatnot. So how actually can you evaluate how many people, to your impression, read this message? Oh, I think it's very clear, because everybody will understand. We see this main character falling. He cannot walk at the beginning of the show, and little by little we see him walking. We see him getting back into his confidence, into his good energy, being positive, and we are getting very dramatic now. And at the end, it finishes well. Okay, he falls in love. So everybody can understand this development. Мне кажется, что очень многие, потому что, во-первых, действительно шоу начинается с того, что Икар падает в центр сцены. Мы видим, что после этого он не может ходить. Мы видим, как на протяжении всего шоу он обретает эту способность заново. Он обретает уверенность в себе, он обретает свои силы. Вообще как-то мы очень драматично ушли в драматические дебри, но заканчивается все хорошо, он влюбляется, он находит себя, он находит свою любовь. И мне кажется, что вот эта линия сюжетная, она там очень заметна, и проглядеть ее довольно сложно. В чем, на ваш взгляд, феномен цирка де Солей, этой идеи? Потому что, если мы говорим о цирке, мы представляем некий такой классический арену диких животных и так далее, и цирк де Солей, став некой альтернативой, сумел не то что взять нишу, он сумел стать мировым лидером вот в этой. Вот в чем So what's the secret of Cirque du Soleil phenomena? How do you think? Because, and it's especially so for Europeans, when we say the word circus, we imagine an arena where the piste, we imagine the animals, bears, whatnot, and Cirque du Soleil offered an alternative, a completely different approach, and gained worldwide popularity. I think really the key word is quality. Мне кажется, что главное слово здесь – это качество.
So for sure, and that's from the beginning, there are no animals in no production of Cirque du Soleil. И действительно, животных в шоу, ни в одном из шоу Cirque du Soleil нет. And that's a choice. I think it's a good choice, but I must say I really respect artists who work with animals. It's very difficult, very difficult. И как бы я не уважал людей, которые работают с животными, я преклоняюсь перед тем, что они делают. Это безумно сложно. Но этот осознанный выбор, который сделал Cirque du Soleil, мне очень симпатичен и мне очень нравится. So that being said, I'm glad that there are no animals at Cirque du Soleil. And the quality is there in everything we want to present at the audience. We want to get the best acrobats. We want to show the best costumes. So we get the best costume designers, the best people who can sew them. We want to get the best musicians to reach that high level quality which touches people all around the world. Even if they probably do not recognize it in elements. They probably cannot analyze it, but they will be touched by it. Возвращаясь к ответу, конечно, это качество. Потому что мы и выбираем лучших артистов, мы сотрудничаем с лучшими дизайнерами. У нас феноменальные швеи, портные, люди, которые делают эти костюмы. У нас работают лучшие музыканты. Мы много работаем над тем, чтобы вот это качество сохранялось на максимально высоком уровне всегда. И люди даже, то, что я спросила Брюно, люди даже если они не в состоянии понять уровень качества каждой детали, они все равно это считывают целиком как цельную картинку. Если говорить о стремлении, скажем так, есть такое мнение, но достаточно популярное, что как бы человек ни старался, он не может переиграть животных, не может переиграть детей. Речь идет о профессиональных актерах. Вот это вот стремление к естественности, стремление к качеству, то есть как-то по-другому решается этот вопрос. Вот если, допустим, исполняют животных, вот как это вообще происходит? Исполняют животных? Скажем так, некие в цирке ду Солей же есть разные образы, как я понимаю. Да, но там прям вот животных в реке. Вообще вот это достижение естественности. Такую анималистическую пластику. Да, то есть если поговорить в этом контексте. It's being said that none of the professional performers can ever outplay kids and animals. To play superior to them. Kids and animals will always attract more attention than any performance. Speaking about having animals in traditional circus. Это такой вопрос, который нередко задают актерам, профессиональным актерам, которые играют в театре и в кино, что вот нельзя переиграть детей и животных. So you can never compete with animals and children in terms of being attractive to the audience and being appealing to the audience. Speaking about the performance and that natural feel kids and animals always have, and this is how they actually attract the audience. How do you reach the level of organicality for the artists? How do they reach it? First, I want to make sure that I understand the story between animals and children. What is that? Все-таки хотелось бы уточнить, причем здесь дети и животные. Я поясню, что как раз это есть некий критерий достижения вот этого актерского мастерства, то есть потому что их естественность, она... So kids and animals are supernatural, super organic. Okay, in their performance. In their performance, all exactly. Right, okay. No, that's fine, I understand. All right. It was difficult. Сложный вопрос, Классов. Well, first, because so we are a circus, so it is about acrobatics. Мы все-таки цирк, поэтому, конечно, в первую очередь речь идет про акробатику. And that's, there's no question to be organic about it. You have to study, to do it for years and years and years, because it is extremely difficult. So it can be very dangerous. There is no part of improvisation. It's got to be
perfect. And this perfection, you get it through years of work. Здесь сложно говорить, если говорить про акробатику, то на самом деле в каком-то смысле здесь очень сложно говорить про естественность, потому что это вещь, которая требует колоссальных многих-многих лет репетиций, учебы, подготовки и так далее, и так далее. Вопрос техники. Это во многом вопрос техники, это вопрос посвященности и вот посвящения себя тому, что они делают, действительно на протяжении очень многих лет. And so that's for the technicality of things. But of course, Cirque du Soleil is special because we want that these acrobatics bring emotion to the public. And so we teach through workshops, through classes, these high-level athletes how to do what they are used to do with an emotion to be able to transmit this emotion to the public. Естественно, когда эти люди приходят в Цирк дю Солей вкладывает довольно много времени и усилий в то, чтобы через мастер-классы, через какие-то там семинары и прочие учебные вещи научить людей, высококлассных атлетов, высококлассных акробатов, научить их отдавать в зал эмоции, научить их делать то, что они прекрасно умеют делать, так, чтобы их движение, их пластика это передавало эмоции, и чтобы эти эмоции достигали зрителя. And then it becomes the same kind of work as an actor in a play, in a theater, who has a text to follow, a story to deliver, but every night he's going to put himself in a state. So there is a part of him which is organic, which is natural, but it is not completely because there is a thread to follow. И поэтому они, конечно, выходя на сцену каждый вечер, частично это действительно становится их вторым «я», потому что у них есть своего рода тексты, канва, которые они должны придерживаться. А с другой стороны, конечно, все равно это остается актерство. То есть получается, что в цирке дю Солей проповедуют метод Станиславского. So basically, Cirque du Soleil supports the method of Stanislavski. If you want, yes. Если хотите, but да. It is true that the acrobats go through acting classes as well, if not music, but anyway, rhythm classes, percussion classes. They go through all of that. И это действительно так. Артисты действительно проходят через ряд занятий, не связанных с той дисциплиной, которой они занимают, которая является их основной. Это может быть актерское мастерство, и вокал, и отработка навыков владения ритмом там, через какие-нибудь классы перкуссии, еще что-то. И цирк действительно в это вкладывает очень много усилий и времени. We'll quickly add about the casting, because I witnessed the casting which Dima Beляйков made in Moscow. Я просто наблюдала, как проходят кастинги спортсменов, цирковых артистов и паркурщиков. И человек-скаут, сотрудник Cirque du Soleil, он полдня смотрит их как бы профессиональные качества, а полдня он смотрит, насколько они готовы выглядеть идиотами, грубо говоря. Они там изображают борьбу, они изображают дуэли, они должны заполнить сцену, они делают упражнение, которое называется «Школа рыб», когда они все должны повторять за одним лидером какие-то движения. То есть стаей, быть стаей. Быть стаей, да, быть вот этим вот косяком рыб, да. И действительно, вот Дима это все смотрел на протяжении полудня. И для него это так же важно, как и их уровень технической, скажем так, составляющей, да? Потому что ему важно видеть, что человек потом сможет сделать еще что-то помимо своей акробатической профессии. Но вот здесь... So for the scouts, it's also important to see that the person can give more than just his acrobatical skills. And I want to say that we are talking a lot about acrobats, but there are as well singers, clowns, characters who are really actors. Cirque du Soleil is a complete experience, and so a singer singing at Cirque is a singer.
all right? And a character is a character. So these are more taken from theater and put into the circus world. So it's the job they are used to do. Действительно, мы все время говорим сейчас про акробатов, но на самом деле надо понимать, что в Цирк дю Солей и в Варикае в том числе есть певцы, музыканты, это люди, которые присутствуют на сцене постоянно, персонажи. Это чисто актерская вещь. Вот, клоуны, да, это чистое взаимодействие с публикой. То есть Цирк дю Солей берет некие фрагменты из соседних жанров, из театра, например, да, и переносит их в свой цирковой мир. Но, тем не менее, это такие же артисты Цирк дю Солей, и они добавляют ощущения для зрителей, потому что они дополняют это пространство и тот сюжет, который происходит на сцене. Мы поговорим об этом сразу после новостей и рекламы. Прервемся ненадолго, потом вернемся и продолжим. Mixnews. Мы продолжаем. Это программа «Встретились, поговорили». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Говорим сегодня о Цирке дю Солей. И у нас в гостях артистический директор шоу «Варикай» Брюно Дарманьяк. Еще раз здравствуйте. Hello again. А Катя помогает мне сегодня с переводом, пресс-агент. С большим удовольствием. Да. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните нам, также пишите в видеочате на портале Mixnews LV, задавайте свои вопросы. Также вы можете использовать наше приложение Mix_Медиа_Радио. Если вы, например, покидаете зону покрытия FM-сигнала, то сможете слушать в том числе и этот наш эфир с помощью приложения, где бы вы территориально не находились. Также там есть кнопка автодозвон до нашей студии. Один клик, и вы у нас в эфире. Так что пользуйтесь всеми возможностями, которые мы вам предоставляем. Тем более, что разговор сегодня интересный. Говорим о Цирке дю Солей. И действительно, вот... Ну, это лично моя такая история. Мне очень нравится, что вы не используете животных. И вот это вот, может быть, я понимаю, что сейчас история, что цирк и животные – это одно целое, но вот мне как раз это очень приятно. Вот как вообще родилась эта идея? Почему решили все-таки не воспользоваться? Вы уже говорили частично, что в этом был концепт. Но сознательный выбор. Да. So I'm really he's very sympathetic with the idea Cirque employs not to use animals. But how did it happen in the beginning? Because for everybody at that time, circus and animals were two things which could not be apart. It all started in the 80s, and the people who started Cirque du Soleil were a small group of street artists. Вся эта история начиналась в начале 80-х, и люди, которые стояли у истоков Цирк дю Солей, которые стали основателями Цирк дю Солей, это была очень небольшая группа уличных артистов. So there were dancers, spitfires, someone who was doing acrobatics, someone who was making puppets. And so it's all these disciplines put together. What should we do with all this? Well, let's try to do a circus. And that's where it started. И, собственно, начинали они с глотателей огня, жонглеров, танцовщиков, музыкантов, людей, которые кого мы видим на улицах, конечно, которые вводят марионеток и так далее. И вся эта компания собралась вместе и решила, что мы можем со всем этим сделать. Давайте устроим цирк. And never ever it was question to bring animals. It was more about what people could do and what people could create to trigger imagination in the public. И никогда вопрос про животных даже не стоял, потому что это была компания людей, которым было интереснее исследовать возможности человеческого тела, что человек может придумать такого, чтобы вызвало эмоции людей среди аудитории и публики. And you're right, at the time it was really adventurous because yes, circus was about this tradition of animals, of acrobatics. You had an act and then stop, clap, another act, stop, another act. They wanted to do something different and they invented it.
Действительно, вы правы, что в то время, для того времени, действительно была такая инновация, инновационная идея, потому что действительно была там цирковая традиция. Помимо животных еще была вот эта вот дивертисментная практика, когда сделали номер, все похлопали, все покланялись, следующий номер, ну и так далее. То есть был формат. Был формат, да. И фактически цирк дю Солей его полностью нарушил. И пошел действительно против всех правил. И, видимо, ровно поэтому, так сказать, и все получилось. And there were a bunch of young artists, completely crazy, completely wild. They had no limits. They were trying things. Canada and people in Montreal, the public was probably open and ready for that, and it worked. И действительно, это была группа людей, у которых была куча энергии, у которых была куча идей, которые, так сказать, не признавали никаких ограничений, правил и форматов. И, видимо, им повезло с монреальской публикой, которая была открыта и готовая ко всему новому, поэтому, собственно, все и получилось, и поэтому все сработало. А сегодня, на ваш взгляд, вот все-таки цирк дю Солей, он работает в неком формате уже или по-прежнему пытается как-то их, ну, если не отрицать, то, по крайней мере, переизобретать. And now, after 30-something years, does Cirque du Soleil work within its own frames or format in a way, or it reinvents it every time with every show? There is still a frame, like there will never be animals at Cirque. For example, that will not change. Mm-hmm. Действительно, есть какие-то правила и установки, которые, наверное, не изменятся, да, что, например, не будет животных в постановках Cirque du Soleil. To bring emotions with the circus different disciplines, that will never change. Never a circus show will be an act followed by an act followed by an act. There will be transitions, there will be characters. That will remain. Наверное, останется и правило, что это не должен быть дивертисмент, это должна быть такое некое слитное действие. But it is true that in this frame you can push the limits. Но даже находясь в этих рамках, себя все равно можно переизобретать заново, и можно все равно продолжать делать новое. The level of acrobatics in younger athletes is getting up the roof. Уровень молодых атлетов, молодых акробатов сейчас совершенно невероятный. An example, Cirque du Soleil, a few years open, was the first one to start to use water in his productions, and there are this show in Las Vegas called O, which is breathtaking. That was a step that no one could imagine to do before. Especially in Vegas, in the desert. И в качестве примера, так сказать, цирк никогда не боится использовать какие-то, казалось бы, сложные и неожиданные вещи. Например, в Вегасе есть шоу, которое построено вокруг воды, которое совершенно невероятное и завораживающее. Тоже никто не мог себе этого изначально представить и подумать об этом. А цирк это сделал. And now, using the multimedia projections, it's infinite, the possibilities that you can put on stage. I know the last show, Volta, which is a touring show, the scenery is mind-blowing. А сейчас такой игрушкой становятся проекции, которые позволяют создавать какие-то совершенно невероятные композиции и вещи на сцене. И вот новое шоу, которое дебютировало этой весной, Вольт, это тоже гастрольная постановка, она там совершенно невероятная, фактически сценография, выстроенная светом. And speaking about the disciplines, the parkour which Cirque uses. Absolutely. И действительно, цирк, например, сейчас начинает активно нанимать паркуристов. То есть это новая такая, относительно новая дисциплина. Дисциплина, да. Yeah, so 13-й район, фильм. Да. 13th district.
Yeah, pushing the quality, getting new techniques in discipline, but as well in multimedia, and that helps and allows you to, even keeping the frame, reinvent Cirque each time. И действительно, это вот любопытство ко всему новому и готовность использовать какие-то новые технологии, новые дисциплины и другие новые решения позволяют, оставаясь в неких рамках, да, в рамках некого формата, да, о чем мы говорили в начале, все равно переизобретать себя с каждой постановкой заново. Но не открывает ли при этом Цирк дю Солей новые направления, потому что паркур вы упомянули, как раз можно сказать, что после фильма «13-й район» о нем узнали, ну, во всяком случае, широкие массы. Вот Цирк дю Солей не занимается такой просветительской работой, что, собственно, ваши акробаты создают что-то, что потом уходит вот в массу, как паркур, опять же, вот некая популяризация неких дисциплин, которые неизвестны сейчас широкой публике. Can you confirm or object the fact that Cirque du Soleil creates popularity to new disciplines, to new technology, and then it goes like into massive usage by other production companies? It can. It is true that Cirque du Soleil has had some ideas which have been copied, okay, which inspired other companies. So, inspired. Yeah. So in that sense, yes. But if we're talking about parkour, and parkour is not in Varakaya, let's be clear about that. Это как пример. But it is true, it was popular as well before. Cirque du Soleil didn't invent parkour, but Cirque du Soleil took parkour from sport, put it on stage, put it in a circus show, and gave it a twist like that. Ну, в каком-то смысле, да, и, конечно, Цирк дю Солей, так сказать, придумывал массу вещей, которые, ну, назовем это так, вдохновило другие компании и коллективы. И если возвращаться, так сказать, к паркуру, во-первых, паркура, чтобы все правильно понимали, в Варикае нет, в Варикае куда более классическая постановка в этом смысле, но если говорить про паркур, то действительно понятно, что цирк его не изобрел. Изобрела его улица, да, по большому счету. Но цирк действительно придумал, как взять эту уличную дисциплину, придать ей какой-то новый угол и новое звучание, поместить ее в контекст цирковой постановки, чтобы она засияла какими-то другими гранями и возможностями. То есть, получается, здесь можно говорить на языке бизнеса, придать ей легитимность, вот, в какой-то степени, придать ей. Ну, почему легитимность? Ну, как бы легитимность ей придает, тому же паркуру придает там тоже кино и массовость, по большому счету. So, Vadim is saying that Cirque du Soleil gave parkour a certain legitimacy, and said, well, no, it's more about it's the massive fandom for parkour which gives it legitimacy. Yes, you're right, Katya. Да, ну вот, да, Брюно со мной согласился. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Звоните нам, у нас несколько минут буквально остается до конца нашей программы, но, может быть, еще успеете дозвониться. Но если говорить, кстати, об том факте, что ведь Цирк дю Солей – это интернациональная труппа в основном, и насколько, как вы набираете актеров в странах, есть ли какой-то единый формат для набора, или вы используете какие-то особенности? So coming back to the fact that Cirque du Soleil is an international group of people, and coming back to mentioning casting, how does that actually work? How do you have like offices in all the countries for casting or something like that? How does this program is structured, and also for you as an artistic director? Okay, so it's like the center is definitely in Montreal, and the company grew little by little. Now it is over 30 years old, okay? So there's been time to develop processes and to make things work. Естественно, компании уже 30 лет, поэтому, так сказать, все эти процессы и все эти, так сказать, процедуры, они потихонечку отлаживались и появлялись со временем.
And each show and each touring show is like a little company which is linked, related to Montreal. So we have a certain autonomy, but we still answer to Montreal. And I am always in contact with my superior, my boss, on the phone or by email. She is the link between Montreal and us on tour. И чтобы, так сказать, ответить на ваш вопрос, тоже немножко поясним, что каждое шоу «Цирк дю Солей» – это такая небольшая компания внутри компании. Мы достаточно автономны и функционируем вполне самостоятельно, но у меня, например, есть босс в Монреале, в штаб-квартире, с которым я все время, так сказать, поддерживаю контакт. And about casting, the same way, Cirque du Soleil is international. And if we go to look for athletes in sport competitions, we have specialists who know where are the competitions. They go and visit there. And with all these years, you create contacts and database. And people and database and people wait for you and you exchange information, and that's how it grew with time. И со временем наладилась система, когда скауты ездят и на соревнования, и на какие-то фестивали. У каждого своя специализация. Они примерно знают, где что происходит в данный момент. Плюс, естественно, и со временем известность компании тоже позволила. Люди фактически уже ждут, когда там либо кто-то приедет, либо ищут возможность что-то отправить сами. То есть это такой процесс, который развивался и выстраивался со временем. Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает. Безусловно. Да. And when we arrive somewhere like here, well, we have the help of people who know the place and the market, like you, Katya, you work with us, so you can help us. We cannot know everything. We change countries sometimes every week. So when we arrive, we ask the help of partners who are in the country. И точно так же мы работаем как бы и в плане функционирования шоу. Мы всегда полагаемся на какие-то местные ресурсы, местные возможности, местных партнеров и каких-то локальных подрядчиков. And that can be for the ticket selling. Some markets, they will advise to say, hey, it's better to put a show at 7 o'clock. Here, people like to go out early. If you go to Spain, you put a show at 10 o'clock. It is only the partner in the city, in the country, who can tell us that. И на самом деле еще очень сильно отличаются всякие страновые вещи, потому что вот здесь шоу вечернее начинается в 7, а в Испании шоу вечернее будет начинаться в 10 вечера. То есть это такая тоже попытка гибкая очень история, да. And the same way, when we are 100 people on Varakai, 50 artists roughly, and 50 in technical, when we arrive somewhere to load in our equipment, we need help, and we use local people. We employ local people to load in and load out. So always it is a partnership with the country where we arrive. Естественно, это своего рода такое партнерство, потому что даже вот когда мы приезжаем, и нужен, и речь идет, там, допустим, про монтаж, то нам нужны какие-то местные люди, местные помощники, местные руки, которые будут... Поэтому это такое всегда своего рода партнерство с той страной, куда мы приезжаем. Ну, в завершении нашей программы «Что, где, когда?». То есть вопрос о том, где мы встречаемся. Ну, я имею в виду, куда зрителям идти. Зрителям идти в Арена Рига. Шоу будет с 20 сентября по 24 сентября. То есть 4 дня подряд. 5 дней. Да. Билеты традиционно на Билешу сервис. Билешу сервис. Билешу сервис, простите. Рижская аудитория знает. И в кассах. Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что в гостях программы «Встретились, поговорили» на радио Болтком сегодня был артистический директор шоу «Варикай». Это шоу «Цирка дю Солей» Брюно Дарманьяк. Спасибо вам большое.
Спасибо. Thank you very much. Эфир провел Вадим Родионов, и помогал мне Катя Бюжгенс, которая была в качестве переводчика и, в общем, тоже дополняла еще то, что говорил Брюно. Спасибо вам большое. Встречаемся тогда в цирке де Солей. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.